Виктор Мари Гюго, французский писатель, одна из главных фигур французского романтизма, политический и общественный деятель. Мужчина без женщины, что пистолет без курка. Только женщина приводит его в действие. Цивилизация – не что иное, как ряд последовательных преобразований. Мыслящего человека узнают по священному благоговению перед жизнью. Как излишек масла гасит огонь, так избыток ощущений гасит мысль. В чужой стране путешественник – мешок с деньгами, который все норовят поскорее опорожнить. У будущего есть несколько имен. Для слабого человека имя будущего – невозможность. Для малодушного – неизвестность. Для глубокомысленного и доблестного – идеал. Потребность безотлагательна, задача велика, время пришло. Вперед к победе! Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. Человеку для движения вперед необходимо постоянно иметь перед собою на вершинах славные примеры мужества. Великое искусство уметь быть старым. Еще большее искусство уметь быть молодым. Уметь понять, как молодости, зрелости подобает относиться к старости. Есть женщины, играющие своей красотой, как дети ножом, им случается самих себя поранить. Меняйте ваше мнение, сохраняйте ваши принципы, меняйте листья, сохраняйте корни. Если идти с глазами обращенными к солнцу, то никогда не увидишь тени. Зло существует, каждый страдает от него и каждый его творит. Наша жизнь – путешествие, идея, путеводитель. Нет путеводителя, и все остановилось. Цель утрачена, и сил как не бывало. В мире есть только два достоинства, перед которыми можно и должно преклоняться с благоговением. Это гениальность и доброта сердечная. Природа, как добрая улыбчивая мать, отдает себя нашим мечтам и лелеет наши фантазии. Тайна – та же сеть. Достаточно, чтобы прорвалась одна петля, и все расползается. Когда дорога становилась трудной из-за рытвин, грязи или при подъемах в гору, человек впрягался и по-братски, бок о бок с волком, тащил вазок. Так они вместе и состарились. Величие народа не измеряется его численностью, как величие человека не измеряется его ростом, единственной мерой служит его умственное развитие и его нравственный уровень. «40 лет – это зрелый возраст молодости, 50 – молодость зрелого возраста». Будьте человеком прежде всего и больше всего.
Не бойтесь слишком отяготить себя гуманностью. Истинная любовь не знает пресыщения. Будучи всецело духовной, она не может охладиться. В улыбке всегда есть некие начала примирения, тогда как смех часто выражает собою отказ примириться. Когда с вами говорит женщина, слушайте ее глазами. В любви особенно восхитительны паузы, как будто в эти минуты накопляется нежность, прорывающаяся потом сладостными излияниями. Величайшее в жизни счастье – это уверенность в том, что нас любят за то, что мы такие, какие мы есть, или несмотря на то, что мы такие, какие мы есть. Некоторые мысли – те же молитвы. Есть мгновения, когда душа, независимо от положения тела, на коленях. Алмазы в грязи не тают. Равнодушие – это благоразумие. Не шевелитесь, в этом ваше спасение. Притворитесь мертвым, и вас не убьют. К этому сводится мудрость насекомого. Ко всем человеческим поступкам можно относиться двояко, за что клеймят одного, зато другого венчают лавром. У человека есть три характера: тот, который ему приписывают окружающие, тот, который он сам себе приписывает, и тот, который есть на самом деле. Можно безразлично относиться к ножевым ударам врага, но мучителен булавочный укол близкого человека. Любовь, как дерево. Она вырастает сама собой, пускает глубоко корни во все наше существо и нередко продолжает зеленеть и цвести даже на развалинах нашего сердца. Анонимное злословие, быть может, еще более постыдное, чем неприкрытая клевета. Душа не предается отчаянию, не исчерпав всех иллюзий. Какова у человека философия, такова и жизнь. Как постелишь, так и выспишься. Кривому хуже, чем слепому. Он знает, чего он лишен. Существует ненависть ради ненависти. Искусство ради искусства более свойственно натуре человека, чем принято думать. Люди ненавидят. Надо же что-нибудь делать. Дети сразу и непринужденно осваиваются со счастьем, ибо они сами по природе своей – радость и счастье. Мужчина там, где заканчивается земля. Женщина там, где начинается небо. Судьба никогда не отворяет одной двери, не захлопнув другой. Бедность – ужасное испытание, из которого слабые выходят бесчестными, сильные – великими. Берегитесь женщины. Горе тому, кто вверит себя ее изменчивому сердцу.
Женщина вероломна и изворотлива. Она ненавидит змею из профессиональной зависти. Змея – это ее конкурент. Музыка выражает то, что мы не можем сказать, и то, о чем невозможно молчать. Лицо человека всегда отражает его внутренний мир, и ошибочно думать, будто мысль лишена окраски. У достоинства есть занавес, у недостатка – маска. Счастье – это когда тебя любят за то, что ты есть, и за то, какой есть, невзирая на то, что у тебя есть. Быть полезным – это только быть полезным, быть прекрасным – это только быть прекрасным, но быть полезным и прекрасным значит быть великим. В некоторые минуты душа приходит на помощь телу и вселяет в него бодрость. Это единственная птица, оберегающая собственную клетку. Человек создан не для того, чтобы влачить цепи, а для того, чтобы, широко раскрыв крылья, парить над землей. Виктор Мари Гюго. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.